Я вас приветствую, мои дорогие друзья! По просьбам моих подписчиков, сегодня в этом видеоролике будет небольшой обзор вот на этот маленький сверлильный станочек, который довольно-таки часто попадался на глаза в моих видеороликах. Для того, чтобы у вас не было никаких вопросов, могу сказать сразу. Изготовлен он был из того, что было под ногами за полдня, лет 15 назад. У меня была довольно-таки большая партия печатных плат, в которых необходимо было сверлить большое количество отверстий. Для тех, кто в теме, знает, что это та еще задачка. В общем, речи здесь ни о какой точности и зазорах не велось вообще. Его основной задачей было следующее: просверлить отверстие как можно быстрее и удобнее в текстолите. Вот и все. Основание самого станочка выполнено из куска фанеры и листа МДФ. Скреплены они между собой при помощи штапиковых гвоздей. Также в основании станочка приклеены 4 силиконовые ножки, которые нужны для того, чтобы станочек стоял устойчиво на столе и не передавал вибрацию на сам стол. Посередине основания просверлено отверстие на 8 мм для того, чтобы могла ссыпаться стружка вниз. В задней части просверлены глухие отверстия для того, чтобы можно было здесь установить комплект санк для патрона, а также шестигранный ключик. Размеры самой платформы, самого основания. Ширина 115 мм, длина 130 мм и высота 16 мм. Две стоечки для этого станка были взяты из длинных анкеров по бетону. В общем, с них была отрезана коническая часть, оставлено лишь только резьбовое соединение, и при помощи двух узких гаечек эти две стойки притянуты к самому станку. Диаметр самих стоек у нас получается 7 мм, расстояние между ними по центрам 30 мм. Ну и высота от верхней части основания этого станка 170 мм. Сама подвижная часть этого станка, это вот эта часть, выполнена из куска квадратной 80-й профильной трубы. Я вырезал необходимый мне кусочек, просверлил 4 отверстия и вставил на 2 стойки. Также на одной из стоек здесь находится пружина. Она необходима для того, чтобы возвращать станок в исходное положение. Упор. Упор изготовлен из куска текстолита и фиксируется он к двум стойкам при помощи двух винтов М4. Они нужны для того, чтобы можно было менять высоту этого станка. Я пока оставлю в самом верхнем положении для того, чтобы проверить ход станка. Ну и выжимаем полностью пружину. Ход станка у нас получается почти 40 мм. Сама ручка выполнена из куска багажника велосипеда Аист, если не ошибаюсь. На тот момент это все, что мне удалось найти. Это развальцованная часть, здесь проточен паз, а здесь просверлено отверстие. Ручка дубовая, сделана на наждаке буквально за 5 минут. То есть ухватистая такая, очень удобная для мелких работ. В основании просверлено отверстие и нарезана резьба М4 под этот винт. И в самой обойме самого двигателя тоже нарезана резьба под винт М4. Хочу сказать следующее, что здесь у нас не отверстие, а здесь у нас как раз таки паз. Он нужен для того, чтобы не клинило саму ручку. Потому что если здесь будет отверстие, вот в этом положении, в самом коротком, между этими двумя точками, ручку будет клинить. Потому как расстояние между этих двух точек, оно меняется. Здесь оно самое длинное, а здесь оно самое короткое. Моторчик для этого сверлильного станочка был выковырнут из старого принтера. Моторчик довольно-таки слабенький, на 12 вольт. Для текстолита это было более чем достаточно. Ну, для стали слабоватенький он, конечно. Но, как выяснилось, то при подаче более высокого напряжения этот станочек способен сверлить даже тонкостенную сталь. В общем, сам моторчик стоит вот в такой алюминиевой обойме, прям идеально он стоит. Это, получается, отрезанный кусок от амортизатора скутера. Как раз вот идеально он сюда ложится. Прикручена эта обойма к подвижной части при помощи двух винтов М4, ну а сам моторчик фиксируется при помощи вот этих двух винтов тоже М4. Просто тупо прижимается к стенке. Сама подсветка сделана на базе маленьких светодиодов белых, их здесь 6 штук, с резисторами под 12-вольтовое напряжение. Патрончик маленький, китайский, кому нужно, я оставлю ссылку в описании. То есть способен зажимать сверла от 0,5 до 1,5, по-моему, миллиметров, если не ошибаюсь. То есть станки здесь, по-моему, больше даже не берут. Кнопочка здесь врезана в маленькую коробочку. Это крышка от обычного автомобильного реле. Наверное, скорее всего, нужно было бы разделить мотор от подсветки, а так эта кнопка одновременно включает и сам мотор, и подсветку. Сзади имеется гнездо под 12-вольтовый штекер. В общем, здесь, конечно, люфты
большие очень этого станочка, ну для текстолита это было даже и не важно. Я даже в этом станочке уже переделывать больше ничего не буду, потому что на подходе более модернизированная и продвинутая версия сверлильного станка, поэтому трогать я его не буду, останется как раритет. Ну и в качестве питающего провода я использую старый провод от нерабочего блока питания. Это обычный двойной провод, с одной стороны у него штекер, а с другой стороны я припаял два крокодила, красный и черный, плюс и минус. Для чего? Для того, чтобы можно было подсоединять к 12-вольтовому аккумулятору. Этот аккумулятор у меня специально в мастерской именно для этого сверлильного станка. Ну и вставляем штекер в гнездо, и все, в принципе, включаем кнопку, станок работает. Этой мощности хватает более чем для сверления в стеклотекстолите. Итак, мои дорогие друзья, на сегодня у меня все, и я бы хотел обратиться ко всем зрителям моего канала. Не проходите мимо, ставьте либо лайк, либо дизлайк, кто как оценит, под каждым моим видеороликом. Пишите хоть какой-либо комментарий, пусть это будет даже набор не связанных между собой букв. Вам это сделать абсолютно несложно, а мне это позволит продвигать мой контент, расширить аудиторию и двигаться дальше. Это по большому счету будет самая бесценная благодарность от вас за проделанную мной работу. На сегодня всем пока.